Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Европа останется без дизеля. Глава Total указал Евросоюзу на негативное влияние новых санкций против России. Они вызовут недостаток необходимого дизельного топлива в странах блока. Александр, это как получается, что Евросоюз останется без дизеля и как бы что, машинки ездить не будут? Или он там будет, но будет очень дорогой? Давайте вот с чего начнем. Там глава Total Energy заявил следующее, что да, нам приходится импортировать дизельное топливо, потому что собственных производственных мощностей нам не хватает. Но позвольте. В Евросоюзе избыток нефтеперерабатывающих мощностей. Избыток. В Евросоюзе нефтеперерабатывающих мощностей больше, чем заметно больше того объема производства, который мы наблюдаем сейчас. То есть теоретически, чисто теоретически, часть того дизельного топлива, которое импортирует Европейский Союз, можно было бы произвести на территории самого ЕС. А в чем дело? Ну, а дело в том, что, знаете, старый нефтеперерабатывающий завод, а зачем его модернизировать? Ведь нам говорят, уважаемые люди в Европейской комиссии, не только говорят, но и принимают соответствующие нормативно-правовые акты, что скоро, там, к 1935 году, продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания прекратятся, что моторное топливо, сжигаемое моторное топливо будет потребляться все меньше и меньше, а электромобилей будет все больше и больше. Соответственно, если вы сейчас вложите деньги в модернизацию нефтеперерабатывающего завода, то модернизация завершится, вот сегодня вы вложили, но модернизация завершится года через 3, а не дай бог через 4. Так считайте, к концу только текущего десятилетия у вас эта модернизация в какое-то русло вменяемое войдет. Дальше. Вот вы деньги вложили, модернизация прошла. Дальше что? А дальше надо возвращать вложенные средства. А сколько у вас на это уйдет? Лет 5, 6. А там хопа, и к этому моменту уже и ДВС нельзя продавать, и моторное топливо вообще, и потребление моторного топлива начнет сокращаться. А если потребление моторного топлива начнет сокращаться, то, извините, подвиньтесь, но конкретно ваша экономика во многом будет страдать. Потому что вы капитальные затраты понесли, а все остальные продают моторное топливо, из производителя до территории ЕС, которые давно уже капитальные затраты понесли и их отбили, а вам их и надо еще возвращать. Ваша прибыль будет меньше. Какой смысл связываться с этой ерундой? Понимаете, проблема Европы в данном случае заключается в том, что кроме вот этих ошибок с планированием, которые отразились на конкретных, ошибок в государственном планировании, которые привели к ошибкам в области планирования на уровне отдельных компаний, к ошибкам, как показывает текущий момент, не текущий, данный момент, как показывает. То есть вы могли в десятых годах вложить деньги, сейчас улучшить свой нефтеперерабатывающий завод и зарабатывать на реализации дизельного топлива. Могли. Но вы поверили тем, кто говорил, да дизельное топливо не нужно, и вообще этот бензин не нужен. И вы таки посчитали, у вас совет директоров принял к сведению, что вот уважаемые люди говорят вот так. И вы не стали модернизировать. Вы отстали. И теперь уже догнать кого-то вы, скорее всего, не сможете. Потому что в данных обстоятельствах как-то уже будет с легким оттенком безумия любая попытка модернизации НПЗ на территории Европы. Потому что, еще раз, уже приняты нормы, согласно которым будет вводиться запрет на продажу автомобилей с ДВС. Да, автопроизводители проснулись после принятия этих норм и вдруг заметили, что это как-то ударит по ним, и, скорее всего, они просто сдохнут, либо переедут к чертовой матери из Европейского Союза. Кстати, об автопроизводителях. Тут порадовал нас своим финансовым результатом концерн Volkswagen. Концерн Volkswagen заработал на 33% меньше денег, чем в первом полугодии 2024 года. И это много. И это падение в основном связано с прекращением части экспортных потоков в сторону Соединенных Штатов. Там довольно значительное сокращение произошло. Больше 10%.
Если что, есть подробные данные на нашем таком сайт-проекте. Называется телеграм-канал «Топливо», посвященное топливу и авторынку. Заходите, подписывайтесь. И на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра» тоже подпишитесь. И на Геоэнергетику Инфо тоже подпишитесь. И на Бориса Марцинкевича подпишитесь. В общем, везде подписывайтесь. Все ссылки в описании будут. В целом, авторынок Европейского Союза после восстановления, которое наблюдалось там в 2024 году, вновь начал падать. Это не обвал, это не какой-то там какой-то кризис, ужас. Ну, просто авторынок сократился за первое полугодие почти на 2%, там, на 1,9%. Много это? Нет, вроде как не очень много, но авторынок Европейского Союза с конца десятых годов находится в кризисном состоянии. Десятых годов. 2020 год нанес по нему удар. 2021 год нанес по нему удар. Я напомню, что там еще были, знаете, кризисы, связанные не только с энергетикой, но и там с полупроводниками, и с массой других замечательных историй. Вот ковид, опять же, не будем сбрасывать со счетов. 2022 год нанес удар по этому рынку. То есть этот рынок очень сильно сократился. На миллионы единиц. И началось вроде как восстановление. Но это восстановление шло неравномерно, и тут оно закончилось. У Volkswagen пока что неплохая динамика наблюдается в первом полугодии. Но если авторынок продолжит сокращаться во втором полугодии, то ай-яй-яй, у Volkswagen будут проблемы. И это, опять же, косвенным образом говорит любому производителю нефтепродуктов на территории Европейского Союза, что сейчас вкладывать деньги в развитие производства не имеет смысла. А значит, и что остается? Импортировать. Расширять цепочки, точнее, удлинять цепочки поставок, закупать нефтепродукты из других источников. Вроде как наладили после 2022 года закупки, точнее, даже с 2023 больше года, но в 2022 начали. Наладили закупки в той же Индии, ну и у ряда других поставщиков, например, у Турции, у которой вдруг неожиданно образовалось очень много лишних нефтепродуктов. Так бывает иногда, когда ты Турция. Вот. И у тебя Черное море, а в Черном море, кроме тебя, есть и другие государства, в том числе довольно крупные. Так вот, вроде выстроились эти цепочки, но сейчас вроде как они могут пострадать. Почему могут пострадать? Ну, потому что теперь из российской нефти, нефтепродукты, которые будут поставляться на европейский рынок, точнее, поставлять на европейский рынок нефтепродукты, произведенные из российской нефти, будет запрещено. Было разрешено, что ли? Было разрешено. Отдельно оговаривалось, что если вы взяли сырую нефть из России или нефтепродукты из России и переработали их, ну, то есть можно взять там какую-нибудь, не знаю, нафту, подвергнуть пиролизу и произвести какое-нибудь высокомолекулярное замечательное соединение. Произвести какие-нибудь пластики. В итоге эти пластики реализовать. Можно? Можно. Можно там вакуумный газоль взять и, в общем, его тоже доработать, и хопа, у вас уже новый нефтепродукт, из которого, который вы поставляете на территорию Европейского Союза. Так можно. Сейчас будет нельзя после некоторого временного промежутка, который устанавливается нормами 18-го пакета санкций. Все, вам надо теперь заново перестраивать всю логистику, тратить много месяцев на то, чтобы найти новых поставщиков, договориться с ними, договориться, ну, на вменяемых условиях, и по времени, и по цене, и вообще. Сколько у вас? Много? Мало? Ой-ой-ой. Просто с Индией почему было удобно работать? Потому что, ну, они могли много поставить. А много таких производителей, как Индия, где не только внутренний спрос довольно большой, но и как бы есть избыточные нефтеперерабатывающие мощности, которые обеспечивают возможность поставок значительных объемов нефтепродуктов на зарубежные рынки. Ой, а их не так много. Их вообще довольно мало, таких крупных нефтеперерабатывающих стран. Вы с кем будете договариваться? С Китаем? Ну, Китай в основном, опять же, на свой внутренний рынок все поставляет. Можно договориться с Индией так, чтобы они вот прям точно поставляли нефтепродукты, которые производятся не из российской нефти. Но это ж надо договариваться. Это опять волокита, это опять переговоры, это опять какой-то, извините, лишний, головная боль, короче, лишняя какая-то. Зачем это? Кому это надо? Да никому, кроме господ в Брюсселе, которым нужны постоянно политические победы. Ура, новый пакет с пакетами. Мы теперь особенно сильно бьем по российской нефтянке, которая, разумеется, поставляет там 2 миллиона баррелей в сутки в Индию, если мы берем летний показатель.
из 5,5 миллионов, которые потребляются Индией, которые, в общем-то, импортируются в основном Индией, там, вот. И эти 2 миллиона, конечно, нельзя будет направить на внутреннее потребление Индии, которое составляет примерно 4,5 миллиона. Как? Что, вообще невозможно. Это очень сильно ударит все по российским поставкам. Очень сильно. В первую очередь это бьет и создает новые проблемы европейским покупателям. Ну, кстати, я замечу, что я не разделяю пессимизма господина Пуянне. Это, собственно, глава Total Energy. Он, конечно, пугает, но он пугает именно как сторона, для которой создали головную боль. Как сторона, которой придется опять бегать, опять договариваться, опять как-то перестраивать эти все схемы, создавать какие-то дополнительные там службы, департаменты, ну надо же проконтролировать, вот нужны инструкции какие-то, как это контролировать, а потом еще вдруг кто-то что-то где-то ошибется, и это значит вам какие-то штрафы. Кому это надо? Да никому это не надо. Вот Пуяне это не надо, Тоталь это не надо. Поэтому он, да, вбрасывает, что, ребята, вы знаете, ой-ой-ой, тут дизельное топливо, нам не хватит, ой-ой-ой, все будет плохо. Бензинизация идет европейского рынка, бензинизация. Да, она будет еще долго идти, дизельное топливо будет все еще довольно долго являться таким необходимой частью импортируемых нефтепродуктов. Но не сказать, что я вижу какую-то реальную огромную проблему для рынка в целом. Но для компании Total, да, проблемы есть. Для там рядового покупателя тоже могут возникнуть проблемы. Потому что на фоне каких-то вот этих вот изменений котировки могут скакнуть, цены могут подняться. Ну, просто, знаете, на всякий случай. В кавычках, конечно же, условно говоря, но все-таки на всякий случай. Ну, цены могут подняться. Кто за это заплатит? Ну, заплатит конечный потребитель. Конечному потребителю это надо? Нет, не надо. Компании Total это надо? Нет, не надо. Другим переработчикам, импортерам это надо? Нет, не надо. Кому это надо? Ну, кому-то это надо. Я бы предложил господам из Total и прочих не менее замечательных компаний задать уже вопросы. Знаете, поставить вопрос ребром тем, кому это надо, а для чего им это надо? Чего они добиваются? Какие результаты они хотят получить? Ну, не для того, чтобы сказать, нет, не вводите санкции. Не-не-не, ну зачем? На такие смелые шаги, я думаю, никто решиться не сможет. Но просто надо заставить этих людей, к примеру, обозначить KPI, целевые показатели. Вы чего добиваетесь данными решениями? А потом проверить, добились или нет. А если не добились, то, может быть, вы не очень хорошие управленцы? Может быть, вам освободить место какой-нибудь молодой крови, которая, конечно же, продолжит вводить санкции. Ну, просто лучше вас, толковее вас. Ну, или не будет вводить санкции, кто его знает. Каким способом можно добиться тех KPI, которые вы обозначили. Просто пока вы вводите санкции без внятных объяснений, чего конкретно вы хотите добиться, объясняя все абстракциями, мы сократим доходы России. Вы напишите, насколько. Не стесняйтесь, напишите, насколько. Вот вы же для чего-то ввели, вы посчитали, наверняка. Или нет? Или вы вводите эти санкции просто потому, что остановиться уже нельзя. Вы себя как белка в колесе вот загнали, остановитесь, и вас начнет болтать в этом. А вы не хотите. Вы не хотите такой болтанки политической, вы не хотите отказываться от ранее взятых на себя обязательств, ну просто потому, что как-то у вас уже есть некая политическая позиция, вы ее придерживаетесь, вы на этом строите свою политическую карьеру, вы подтягиваете сторонников и так далее, и так далее, и так далее. А тут хопа, и все закончилось? Нет, так не бывает, так нельзя. Но на месте крупных компаний я бы подтолкнул к идее. Напишите KPI, напишите целевые показатели. А главное, вот главное, напишите, почему то, что вы делаете, не будет бить по европейскому потребителю. Как конкретно вы своих защищаете. И чтобы это тоже можно было в итоге проверить. А проверив, задать предметный вопрос. Почему не получилось? На этом все.
Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. Всего хорошего.